Итак, друзья мои, хочу вам подарить заговор. Очень сильный и очень быстро помогающий в трудные ситуации. Запишите этот заговор и носите с собой, если вы, например, по ночам возвращаетесь домой или если у вас работа непростая, или если вы находитесь в зоне боевых действий, живете там или по иной причине там оказались. Этот заговор вам поможет выжить, миновать беду, которая, собственно говоря, вот-вот должна настигнуть. Несложный заговор, можно даже наизусть запомнить. Но в любом случае, запишите на всякий случай, носите с собой. Как только чувствуете, что вам грозит опасность, скажите 3 раза. В принципе, поможет и с 1 раза. Но лучше сказать 3 раза. Или читать, или с телефона, например, с экрана прочитать. Но мало ли, вы знаете, смена, там поздно освобождаетесь, идете домой. Или идете на работу через лесополосу. В любом случае, переживаете, боитесь. Такие заговоры, они от опасности. То есть реальная опасность грозит, и нужно читать такой заговор наподобие. Я так чувствую, сколько я не объясняю, в любом случае есть публика недалекая. Вот как раз это недалекая публика и клиентура всяких магуев обижаются на меня, бегут туда. Потому что там всегда примут, там нету нацеленности на качество, на помощь человеку, да. Там цель заработать любыми путями. Там принимают любых. Я вчера, по-моему, или позавчера вам подарила заговор «Ведьмин морок» и объяснила, для чего это. Мне сегодня женщина пишет: вот я провела ваш ритуал, еще 2 дня хочу провести. Мне долг не возвращают. Я говорю, вы в своем уме? 100 раз говорится, что это такие силы, которых нельзя... Вообще любые силы нельзя беспокоить просто так, а тем более вот такие силы. Понимаете, я не знаю, каким местом люди слышат, а потом обижаются, что их ставят на место, что с ними как-то так жестоко или строго, или жестко обошлись. Как вообще с вами разговаривать? Я говорю, вы слышали это сказано, когда человек находится в опасности? Нападают на него, на его дом, на войне он находится, угрожают ему. То есть угроза его жизни, его свободы, его детей, его дома. Вы вообще в своем уме? Мне долг не возвращает, я взяла, почитала. Ну и что это даст тебе? Как это поможет тебе вернуть долг? Всему свое время, всему свой ритуал, для всего свое обращение. Понимаете? Вот если у тебя температура, а ты пошла, съела мороженое, например, оно тебе поможет с температурой справиться? Это одно и то же. Для всего есть, как объяснить, свое средство. Поэтому послушайте, пожалуйста, внимательно. Я устала от глупых людей, устала. Потом начинаются обиды, что не так сказали, обидели. Ну, а как с вами разговаривать? Вы тревожите такие силы, когда человек вам просто разжевывает и кладет в рот, и миллион раз объясняет, для чего это надо. Морок как вам может вернуть долг? Объясните мне. Это например, находитесь в опасности, едете в ночной трассе, и вдруг за вами увязалась машина, и вы чувствуете, что это лихие люди, грабители, убийцы, кто угодно. Вы начинаете читать, морочите их, путаете их, чтобы у них там мотор стукнул, отказал, понимаете?
чтобы они переругались между собой, передумали, чтобы в этот момент внезапно несколько машин появилось, и они поняли, что им свидетели не нужны, и уехали. Или чтобы в конце концов их машина перевернулась, и вы живые остались вместе с вашими детьми. Вот это морок, оморочить. Это как сеть кинуть на ловца, чтобы он не мог тебя поймать. Неужели трудно слушать? Ведь потом вы говорите, вот я сделала, а вот мне не помогло, или я не знаю что. Безумие какое-то, безумие. Иногда даешь эту работу и думаешь, я не знаю, еще раз 10 роликов снять сверху, объяснить. Так вот, вот такие вот работы, мороки, призывы. Это тоже как морок, только он, скажем так, такой, на вот такой случай, вот конкретно вот сейчас вот угрожает опасность, или боитесь одна идти, чтобы с вами ничего не случилось, или собак полно во дворе, да, ребенку читаете перед выходом для него, вот над ним стоите, вот так держите, начитываете, говорите, но от его лица. Если маленький ребенок не может сам читать, что еще сказать? Подростку даете такое, чтобы он читал, начитывал, если вдруг что-то случится. Даже мой сын своему другу какой-то из моих работ, я не знаю, который из них, какой-то заговор отдал. Они сидели, мои книги перебирали, чтобы, это еще в школе, чтобы в конкурсе победить. И победили. И, в общем, значит, они начали искать, вот какие заговоры защитить. И он боялся, он там куда-то шел, они несколько раз ему грозились, и одним словом этот мальчик прочитал, и все произошло как нужно. В тот момент, когда они подошли, чтобы с ним подраться, поговорить, в этот момент подошли учителя, и, в общем, одним словом, все это произошло перед их глазами. То есть они стали свидетелями, и уже никуда не отвертишься, уже родительский комитет, уже комиссия к директору. Этих мальчиков поставили на место. Хотя никакие уговоры, разговоры на них не действовали раньше. Понимаете? Вот. То есть сделать так, чтобы опасность миновала тебя. Вот о чем речь. Вот что такое морок, вот что такое защита, вот что такое скоропомощник. Это мой этот маленький пусенок там видит, что я тут сижу. Я как прихожу сюда снимать, закрываю двери. Вот им срочно эта комната всем нужна, срочно. Раньше никто сюда не заходил, а сейчас все ломанулись, им что-то здесь надо. Как эти плохие свекрови, знаете, в селениях. Как молодые лягут спать, и ей срочно в час ночи эта комната нужна. Там у нее в шкафах что-то есть, и вот она до утра не может дотерпеть, идет, свет включает и вытаскивает оттуда. Но то же самое. Им срочно надо сюда всем. Почему-то. Так, пусенок, молчи. Я давала много таких работ. Но вы знаете, спасительных работ и оберегов много не бывает. Реально много не бывает. Они на разные случаи, каждому свое подходит. Но, в принципе, обереги, скоропомощники, мороки, вот такие вот быстродействующие, они всем подходят. Ну вот, когда можно использовать вот такую работу? Когда можно начитать? Ну, предположим, работаете на рынке, и вдруг нагрянули, как гром среди ясного неба, что-то там проверяют. Начитайте. Придут, посмотрят, ничего не поймут. Они будут как оглушенные. Понимаете, как он действует? Как глушит. Вот вроде он смотрит на тебя, вроде что-то увидел, но не понимает. И чтобы не выдать себя, что он какой-то в дурацком каком-то положении, он как бы, ну, извините, до свидания. Помните «Адвокат дьявола»? Там тоже есть определенные приемы магии, то есть взято, естественно, из жизни это все берется. Когда он говорит, будем делать тишину, и вытащил этот язык и начал бить гвоздями. Да, делается такая тишина. И когда прокурор хотел сказать, а он кашляет, не может ничего говорить, не получается. Естественно, от красноречия прокурора, от красноречия адвоката, от разговора, от умения преподнести, это же риторика, это же ораторская речь, в основном суд. Выигрывает тот, кто убедительнее всего сказал. Если он не может, он заикается, ничего не получается, естественно, он уже как бы все, это ослабляет его позицию и прочее. Это все применялось всегда.
таким образом и выигрывали суды, таким образом все это происходило. Так что это, ну, то есть это не новость в нашем мире. Вот и в этом случае. Почему, например, приходят все время там кого-то проверяют, то есть проверяют всех, да, и кого-то вечно обходят стороной. В школу приходят там районо, еще откуда-то. Всех проверяют, а ее никогда не трогают. Или всех директоров. У нас был такой случай. Все время всех директоров садиков проверяли. Я сейчас не буду говорить ее имя. Но вот я заметила это. К ней вообще никаких претензий. Хотя у нее больше всего и левых людей записано, и все на свете. Никаких претензий, ничего не видят. Не было у нее ни знакомства, она не богатая женщина, чтобы сказать, всех подкупила. Просто не видели, вот в упор не замечали этого человека. Вроде бы видят это все, но ничего не могут сказать и так далее. Мороки. Они помогали людям. Во все времена людям помогала магия. Помогала власть имущим. Помогала женщинам из простой, то есть из простолюдинки становиться императрицами. Понимаете? Помогала людям с нуля начинать торговать и стать богаче всех других торговцев. Магия. Но правильно применять, правильно подходить, изучать, понимать, что мне это нужно, а не взять, например, от должника морок навести. Я просто не могу понять. Реально, это ненормальная вещь. Такие вещи делают люди, что у меня просто вот волосы дыбом. Это как от головной боли пальцы в розетку сунуть. Одумайте. Это знаете, о чем говорит? Говорит о недалекости ума, о том, что человеку плевать на свою жизнь, на свою судьбу. Он особо не парится. Вот говоря на современном сленге, не очень люблю говорить, приходит. Не парится человек. Ему не надо ни изучить, ни смотреть. Зачем? Он сказал, что это сильный ритуал. Взяла, провела. И что это тебе даст? Обморочится твой должник. Все, дома будет ходить как дурак. Весь день плохо себя чувствовать. От этого что, тебе долг вернут? Безумие какое-то, понимаете? Это просто не описать словами. Не описать словами. Все. Так. Итак, чуете опасность? Или выходите из дома? Тоже не читайте просто так. От нефиг делать. Вот просто читаю. Мало ли, вот едете куда-то, мало ли переживаете, вот там стоят гаишники, чтобы не проверяли, нервы не трепали. Мало ли вы сели в машину, а у вас страховка уже срок закончился, и вы не хотите, чтобы вдруг поймали, пока вы не продлили. Может быть, проезжаете, а там вот эта трасса как-то славится, но не очень хорошая, она все время какие-то опасности, всякое случается. Начитайте. Мало ли у вас предчувствие внутри какое-то нехорошее, возьмите, начитайте, дайте своим детям. Друзья мои, вы, ваши дети, близкие, родные, которые, знаете, причастились к этой тайне, вот узнали эту тайну, что можно в жизни получить все, что ты хочешь, достаточно попросить и правильно выполнить. Вы будете удачливые люди. Есть такие семьи, есть такие династии, есть такие рода. Вот вы видели их друг за другом. Дед был там адвокат успешный, у них все хорошо. Дети, внуки устроенные все. У всех там хорошие семьи, здоровые дети, красивые жены. И вот вы думаете, надо же, прям вот из поколения в поколение такая вот добротная семья. У них тоже есть какая-то своя тайна. Они тоже вот знают какую-то определенную линию, они этой линии придерживаются. Мне как-то наша зрительница написала внизу под роликом, что я знаю женщину, которая очень хорошо живут, богатые люди, и они с мужем все время кормят собак, кошек, привозят прям, ездят по городу, кормят, и у них все хорошо в жизни. И дети, внуки устроенные в этом мире, и образованные, красивые, и все такое. Понимаете? Вот. Может быть, эти люди вот поняли, что есть такая тайна, такой секрет. Делаешь много добра, и дети твои хорошо живут. И не надо говорить, что вот добро не ценится. Просто есть один такой момент. Добро надо делать тем, кто это оценит, кто достоин. Я вам все-таки расскажу. Я думаю, что Яна не будет против. Она заказала мясной фарш. У них там холодильник испортился в каком-то там
мясной отдел или что там, в общем, продавали. И им нужно было срочно продать, но для собак. Вот перемолотый с косточками, ну, мелкие косточки собакам, это ничего не делается. Куриный фарш. Она заказала, привезла, ну, она говорит, я потом осознала, что слишком много взяла, но я не могу так, я не такой человек. Я несу ответственность за свое слово. Взяла, оплатила все. И все расставила, всё, места нету, и сидит, думает, что делать, как поступить. То есть она обзвонила все приюты, предложила это, они сказали нет, что они берут деньгами. Поэтому и говорю, что аферизм там в основном, понимаете? И нашла, точнее, она узнала, эта женщина, или учительница, я сейчас не помню. В общем, эта женщина кормит собак, кошек в окрестностях, у нее есть собаки. И она позвонила и сказала, что вы не хотите вот столько-то, 100 килограмм фарша. Она говорит, конечно, конечно, везите. И я говорю, Ян, вот видишь, добро надо делать, но тем, кто это ценит. Вот эта женщина оценила. Этой женщине нужно, она делает добро, ей лишнее не будет. Целый месяц чем-то она покормит, и может и больше. А те, которым ты говоришь, им деньги нужны, им надо деньги собрать. У них нет заинтересованности, чтобы сытые собаки были. Они должны быть всегда болезненные, всегда худые, несчастные, чтобы деньги на них собирать. Понимаешь? Так что в этом мире добро надо делать. Но только тем, кто это ценит. Когда вы так делаете, то у вас нет разочарований. Просто привыкните к этому. Не всем подряд надо делать добро. Вот ты идешь по улице, понимаете, вы можете прийти, например, к своим знакомым, помочь им, деньги принести, купить одежду. Они это не оценят. А можешь узнать, что есть бедная семья, вот женщина одна растит детей, работает, нормальный человек, не пьющий, ничего, ну, вдова. Так получилась ее жизнь. И помочь этой женщине, вот привезти и этим детям игрушки, еду. Поверьте мне, они это больше оценят и больше будут вам благодарны, чем те, которые избалованы вашим вниманием. Именно поэтому бывает в жизни, что наши дети не так ценят то, что мы для них делаем, как, например, ребенок, которого возьмут из детского дома. Потому что он понимает, что ему повезло, понимаете? В отличие от твоего ребенка, который считает, что так и на одну и чет. Она моя мама и будет, а что? А почему нет? А что тут такого? Вот. Надо, конечно, своим детям делать добро, но в меру. А то мы им устраиваем золотое детство, знаете, а мы должны их учить выживать, как кошка делает со своими котятами. Показывает, лови мышь. Иначе голодный останешься. Вот. Все, лекцию завершим. Итак, заговор. Объяснила, в каких ситуациях применять. Читаем 3 раза, хотя одного раза достаточно. Бывает иногда, если человек не успел 3 раза читать, уже помогает. Вот идете, а навстречу вам соседка. Такая неприятная, которая все время просится к вам домой, все время навязывается или станет все свои болезни начнет перечислять, и какие там в пенсионном, какие все это твари сидят, и вообще и пенсии не дают, и правительство, и до Горбачева дойдет. Ну вот не хотите вы, хотите избежать этой встречи. Это тоже беда, с одной стороны, потому что вроде и отказывать не очень вежливо, но и стоять там 2 часа с ней, это ужас ужасный. Начитайте, она обойдет стороной. Как кого-нибудь поймает или позвонит ей на телефон, вы прошмыгнете в этот момент. Иду, веду, вас в туман заведу, сквозь пальцы обведу. Оглушу чуткого, ослеплю зрячего, рты залеплю, любой стороной пройду, миную беду. Пройду я незримо, богами хранимо. Истинно так. Если один человек тебя, слово не вас, если за ребенка читаете, говорите идешь, ведешь. Надеюсь, вы понимаете. Каждый день, когда вот уезжает там Артур по делам, если я даже сплю, я вот, чувствую, или там он мне говорит, все, я поехал. Вот он выходит, и я всегда вслед ему читаю что-нибудь из этого. Обязательно. Даже в полусне у меня уже привычка такая. Ну, в нашем неспокойном мире, знаете, сколько раз мои вот эти заговоры и начитанные спасали его.
на наших этих трассах очень опасно. Здесь ни знак не стоит, ни черта не стоит, вот ни светофора, ничего. Просто вот едешь и просто он опытный водитель, но в любом случае. И было очень много придурков пьяных, которые прям навстречу ехали. И он еле успевал вот доли секунды. Так что это очень-очень сильные работы. То есть они сразу же начинают помогать. Но относитесь к этому правильно и с уважением. Еще раз повторяю. Иду, иду, веду, вас в туман заведу, сквозь пальцы обведу, оглушу чуткого, ослеплю зрячего, рты залеплю, любой стороной пройду, миную беду. Пройду я незримо, богами хранима. Истинно так. Иду, иду, веду, вас в туман заведу, сквозь пальцы обведу, оглушу чуткого, ослеплю зрячего. Рты залеплю, любой стороной пройду, миную беду. Пройду я незримо, богами хранима. Истинно так. Вот вы едете с мужем, предположим, остановили гаишники, ну вот придираются, это не так. Или он только взял документы или вышел, ну вообще имеет право не выходить, но обычно выходит. Если там рейды, еще что-то там устраивают, а вы сидите в машине. Он пошел с ними разговаривать, а вы, глядя на них, вот спокойно себе шепните, начитайте, с телефона смотрите на них и читайте. И вы увидите, как быстро они его отпустят, хотя намеревались очень долго расспрашивать что-то там. Что-то там, в общем, им нужно было, непонятно что. Всем удачи, всех благ.